Биткоин — это идеальная криптовалюта. Биткоин — средство сбережения. Его концепция доказана. У биткоина есть принципы твердых денег. Это невозможно отрицать. Это лучший из доступных вариантов. Биткоин — совершенная, я бы даже сказал, идеальная криптовалюта. Но вам нужно обратить внимание на это видео. Если вы не прислушаетесь, то потерпите крах. Привет, ребята, это Брифит Дэнс. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош собой. Еще это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Брифит Дэнс. Редакция Крипто.ру перевела для вас ролик с канала The Crypto Factor, в котором автор рассказывает, на что обратить внимание при инвестировании в биткоин, чтобы не потерпеть крах. Поставьте нам лайк и подпишитесь. С возвращением! Меня зовут Пол. Этот канал посвящен криптовалютам и криптопредпринимательству. Так что посмотрите канал, ролики и решите, для вас ли это. В видео я хочу немного поговорить о биткоине и о том, как он может привести вас к краху. Не поймите меня неправильно. Я не собираюсь выступать против биткоина. В конце концов, я наполовину биткоин-максималист. Или щиткоин-минималист. Если это имеет смысл. Но многие из вас могут обжечься. Две категории людей могут здесь обжечься. Первая категория. Те из вас, кому нравится биткоин, и вы смотрите за тем, что не так с биткоином, в смысле, что может пойти не так с биткоином, не волнуйтесь, мы очень скоро до этого дойдем. Вторая категория. Те из вас, кому не нравится биткоин, обязательно посмотрят это видео, чтобы потом написать в комментариях что-то глупое вроде «О боже, биткоин — это старая технология, о чем ты говоришь? XRP лучше, XRP озолотит вас!» и тому подобное. И это прекрасно, действительно прекрасно. Я не собираюсь с вами спорить прямо сейчас. Суть видео не в этом. Сейчас я скажу, что большинство из вас в обеих группах потерпит крах. Сейчас покажу, почему. Итак, группа А. Вы любите биткоин, вы за биткоин и считаете его лучшим изобретением человечества со времен нарезанного хлеба. И это может быть правдой, поскольку в хлебе полно углеводов. Он не полезен для здоровья, надо сократить углеводы в рационе. А еще есть те, кто считает биткоин слишком дорогим, что он дорогой, у него слишком высокий курс, это устаревшая технология и так далее. Еще здесь люди, не понимающие биткоин и принципы твердых денег. Я обращусь в обеим группам. Хочу начать с тех, кто не понимает биткоин. Я объясню очень быстро, поскольку это важно, ок? Это крайне важно. Мне будет намного проще донести свою мысль. Важность биткоина на рынке в данный момент, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео, не в том, чтобы увеличить ваш капитал в 2, 3, 5 раз. Да, другие альткоины покажут себя лучше биткоина. Они всегда так делают, но биткоин удерживает свою цену. Он более стабилен и меньше падает на медвежьем рынке и в момент спадов. Если биткоин упадет на 85% на медвежьем рынке, то другие монеты упадут на 95% и больше, а некоторые вообще не восстановятся. Если у вас есть биткоин, то суть такова. Скажем, у вас есть $2500 в BTC и $2500 в альткоинах. И, допустим, у вас есть XRP. Не знаю почему. Каспа — отличный выбор. Fetch — отличный выбор и так далее. Если все это упадет, то во всяком случае биткоин вырастет в 2 или 3 раза, а значит вы гарантированно вернете свои деньги. Вот почему биткоин так важен. Вот почему это средство сбережений в криптовалютах. Если вы хотите понять, почему это средство сбережения в реальном мире и почему это твердые деньги, то я объясню вам. Я оставлю ссылку на ролик вот здесь, в конце видео и в описании. Я объясню вам, почему биткоин — король, почему это твердые деньги, вдобавок к тому, что показываю тут. Если вы хотите быть криптоинвестором, то вам нужно понимать эту концепцию. Ваше портфолио должно состоять из биткоина, а уже потом из всего остального. По большей части вы получаете прибыль от альткоинов, конвертируя их в биткоины по мере роста рынка. Так вы не потеряете деньги. Так вы защищаете свой капитал и получаете прибыль, оставаясь в криптовалюте. Пока понятно? Хорошо. Отлично.
А что насчет людей, которым действительно нравится биткоин? Те, кто хранит его вечно. Я не говорю, что это плохо. У меня есть биткоины, которые я храню с 2017 года и буду держать у себя вечно. Но вы должны понимать, что медвежьи рынки приходят и уходят. Многие люди вкладываются сейчас в биткоин, не понимают, что будет медвежий рынок, и уж тем более не понимают, что все рухнет. Люди вообще не понимают, что нужно фиксировать прибыль. А вам нужно это понять. Ок, вершина будет, и она будет раньше, чем вы думаете. Давайте покажу, о чем я. Большинству людей, покупающих биткоин, нужно фиксировать прибыль. Но они этого не делают, потому что они слушают этих вечных хранителей. Проблема в следующем. Если вы не мультимиллионер, то это не сработает. Что-то случится, и вам придется продать свои биткоины, чтобы оплатить счета, или если вы заболели, как, например, случилось со мной. Или если вам надо взять кредит, или возникли проблемы, или у вас ипотека. В общем, вечно хранить не удастся большинству людей, если только вы не мультимиллионер. Вам нужно уметь выживать. Я понимаю концепцию долгосрочного хранения, но если вы посмотрите на всех, кто купил биткоин раньше, то большинство из них в какой-то момент фиксировали прибыль или брали кредиты на биткоины. Просто поймите это. Проблема в том, что намного сложнее фиксировать прибыль, чем вложиться в криптовалюты, будь то биткоин или что-то еще. Фиксировать прибыль намного сложнее, поэтому большинство людей терпят крах. Слушайте, скоро будет вершина рынка, а затем биткоин упадет. Снова. Но я много слышу. О, институциональные деньги. Это мы слышим постоянно. О, но у нас теперь есть ETF. Но я уже говорил, что ETF провалится сразу после появления. Но это невозможно, это же ETF. Нет, это возможно. И мы это видели. Много всего происходит. Биткоин может уйти в медвежий рынок раньше, чем вы думаете. И я тут об этом расскажу. Вообще-то нет. Я расскажу об этом в конце. В общем, я хочу сказать вот что. Убедитесь, что умеете фиксировать прибыль. И если вы говорите: «О, я уже знаю, да, это пустая трата времени», ладно, хорошо. Многие новички потеряют деньги на криптовалютах. Многие этого не знают или не понимают. И хотя биткоин отличный, у него есть доказательства концепции и все такое, это твердые деньги. И вы можете назвать мне еще много чего. Вы можете удержать его до медвежьего рынка. Первый раз или потом. И вы потеряете деньги, если не будете внимательны. Так что я хочу сказать? Я хочу сказать, что вам нужно начать фиксировать прибыль и готовиться к более короткому бычьему рынку. Я не говорю, что это точно произойдет, но уже больше года я предсказываю более быстрый рост и более короткий бычий рынок. Это вполне возможно, и вам нужно учесть это в своей стратегии. Если вы работаете с биткоином или другими криптовалютами, то вам нужно учесть это в своей стратегии. Мы можем увидеть вершину биткоина в конце 2024, начале 2025, и вам нужно продумать стратегию на этот случай. Я не говорю, что это 100% произойдет. Я говорю, что это может произойти. И вам нужно продумать стратегию, чтобы защитить себя. Вы не сумеете защитить себя, если не фиксируете прибыль. Я знаю, что это просто, что это звучит просто, но я предупреждаю вас, говорю, что вы должны это сделать. Если вы хотите узнать, как это сделать, как и когда фиксировать прибыль, когда потенциально будет вершина, то обязательно посмотрите вот этот ролик здесь. В нем говорится о более коротком бычьем рынке. Или если вы хотите знать, что дальше ждет биткоин, бычий забег или медвежий капкан, то обязательно посмотрите вот этот ролик. Иначе у вас не будет преимущества, вы ничего не заработаете, а может даже потеряете. Обязательно посмотрите это видео. А еще подпишитесь, нажмите на колокольчик и палец вверх. Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.